Прежде чем стать трейни, корейские и не только корейские парни и девушки показывают свои способности влиятельным директорам агентств. И далеко не все проходят отбор, а тем более дебютируют в группах. Тем же, кто прошел, агентство помогает им в становлении айдолов. Но все ли так сказочно? Каждой компании по-своему хороши, и каждая из них имеет свои минусы и плюсы. Иногда эти минусы перевешивают плюсы, а иногда и вовсе наоборот. Всем привет, с вами K-Reason, и мы подготовили для вас целый цикл видео о кей-поп агентствах, которые пользуются большим спросом, а именно, как мы их называем, компании Big Six. Но сегодня мы поговорим только о трех из них, а именно о Hype, Starship и Cube. А если вы хотите быстрого выхода второй части, то наставьте огромное количество лайков. Мы проверим, поставили вы лайк или нет. Известное название Hoop Big Hit Entertainment. С самого начала это была самая неизвестная и маленькая компания. Она была создана в 2005 году бывшим композитором Хубом Паршихёком и довольно не сразу имела успех. В 2007 году дебютировала вокальное трио 1414, которое было расформировано в 2014 году. В 2010 году Big Hit Entertainment и Drew Entertainment объединили свои силы в создании проекта One Day, и в составе которой входили группы 2M и 2PM. В том же году Бат Шихёк утвердил в компанию Ким Намджуна, более известного как Арема, который и стал первым участником BTS. В 2012 году была создана женская айдол-группа Glam в коллаборации между Source Music и Big Hit Entertainment. Но группа была расформирована в 2014 году из-за скандала с одной из участниц, которая подозревалась в шантаже и преследовании. Несмотря на неудачи, группа агентства BTS обрела популярность и принесла своему агентству большую прибыль. Так какие же у компании плюсы и минусы для артистов? Почему многие трейни так желают попасть в хайп и дебютировать в группе и буквально боготворят эту компанию? Давайте разберемся, так ли она хороша на самом деле. Начнем с плюсов. Из-за того, что хайп дает творческую свободу, артисты могут писать текста и музыку для своей группы или же для своих сольных проектов. Это на самом деле очень хорошо, ведь это помогает группе раскрыть участникам свою индивидуальность и добавить определенного вайба к песне. Все концепты очень разнообразны, у каждой группы имеется свой собственный стиль. Продюсеры очень стараются над музыкой и клипами, что очень заметно, так как клипы получаются очень красочными и завораживающими, а также проделана большая работа над историями и сюжетами, происходящими в клипах, отчего многие фанаты ломают голову в попытках понять посыл и историю клипа. Также не стоит упускать факт, что хайп расширяется и уже имеет под своим крылом две малоизвестные компании, такие как Source Music и Pledis Entertainment, а также активно дебютируют новые группы. Но все хорошее имеет свойство очень быстро заканчиваться. Несмотря на весомые плюсы, главным образом выгодно влияющие на их музыку, у хайп есть еще и весомые минусы, которые буквально перечеркивают уже сказанные плюсы. И поверьте, придраться тут есть чему. По мнению фанатов, хайп откровенно зажрался. Стоит глазом моргнуть, как хайп выпускает по 300 тысяч версий альбомов, одежду, косметику и прочую никому не нужную хрень. Выпускают да выпускают, что в этом такого? Спросите вы, а мы вам ответим. Дело в том, что все это не очень хорошего качества, и это еще мягко сказано. Многочисленные отзывы и целые видео армии снимают, где они показывают выцветшие и распадающие страницы фотобуков. Новенький пруф вообще за 2 месяца после выхода у всех потрескался, и это армии покупает за огромные деньжища. Мы, конечно, все понимаем, забота об экологии это определенно важно, но никогда она стоит размеров в почку, и при этом качество не лучше, чем качество туалетной бумаги. Среди армий гуляют утверждения, что компания слишком выделяет, даже можно сказать, нагружает некоторых артистов, а про других, скажем так, забывает. В большинстве компаний такое тоже случается, но хайп этим особо активно промышляет. В случае с BTS это заметно и очень бесит. Также хайп очень осторожная компания, которая подстраивается под общественный настрой. К примеру, защищать артиста, вопреки мнению фанатов, они вряд ли будут, так как любые скандалы снижают цену акций, что довольно плохо для любой компании. Например, очень показательна ситуация с Грам, про которую мы сняли ролик.
Если говорить кратко, то Грам, бывшую участницу Ле Серафим, обвинили в школьном буллинге, и Хайп вроде как пытался ее защитить, но в итоге выставил ее за дверь, при том, что весомых доказательств виновности Грам так представили и не были, впоследствии чего Грам потеряла любую возможность стать айдолом в будущем. Официально заявляю, Хайп скатился. Cube Entertainment. Компания была основана 29 августа 2006 года Саймоном Хонгом, бывшим президентом JYP Entertainment, и Моникой Шин, как Play Cube Interactive. Из-за того, что Саймон раньше являлся президентом JYP, Cube считали дочерней компанией, но на самом деле это независимое агентство. Самыми известными артистами агентства являются 4Minute, Beast, B2B, Hyuna, CLC, Pentagon, J-Idol и Lightsum. Компания известна за счет очень популярных и востребованных артистов. Но в последнее время многие фанаты говорят, что Cube это помойка. Давайте же, наверное, разберемся и узнаем, правда это или нет. В каждой группе есть один или несколько участников, которые пишут текста и музыку. Творчество самих артистов это несомненно круто. Тем более, что Cube сам позиционирует себя как компания, в которой артисты сами пишут себе песни. Также в Cube, в отличие от других агентств, более лояльные контракты. Айдолы и трейни могут встречаться между собой, и компания это не запрещает. Также артисты имеют больше свободы по контракту, чем в остальных агентствах. Конечно, в связи с последними событиями это не всегда так работает, но официально это так. Многие артисты агентства довольно популярны и востребованы. Хоть в отличие от Big Hit у них нет таких же завораживающих клипов, однако клипы и песни также получаются довольно красочными и атмосферными. Перейдем же к минусам. И тут не все так радужно, к сожалению. Первым минусом является неумение справляться со скандалами. В 2018 году поползли слухи, что Hyuna и Иден из Pentagon встречаются. Компания опровергла эти слухи, но позже Hyuna сообщила о своих отношениях с Иденом. В итоге это привело к конфликту между компанией и артистами, а после агентство и вовсе вышвырнуло обоих айдолов. Увольнение таких популярных артистов стало очень большой ошибкой для Кьюба. Компания могла бы нехило так хайпануть на их отношениях. Ведь где вы еще такое увидите? Разве что только в фанфиках. И то, все фанфики про вигуков, как мы знаем. Тем более, что фанаты были рады за артистов. Также в 2021 году на Суджин из J-Idol посыпались обвинения в школьном буллинге. Суджин мы посвятили целый ролик, посмотрите в подсказке. Вкратце, Cube просто выкинул Суджин из группы, потому что на нее полился хейт. Сначала компания пыталась что-то сделать, дабы защитить свою артистку, но потом устали и решили просто слить ее. Cube, конечно, преследовали умные мысли, но он был быстрее. Вы скажете, что Суджин выгнали заслуженно, а это значит, что вы не видели наш ролик о ней и не знаете, что ни одно обвинение не было доказано. То есть, так же, как и Хайп, Cube идут по пути наименьшего сопротивления в плане скандалов. Вторым минусом является плохое отношение к артистам. 25 декабря 2020 года участница CLC Элки подала запрос на расторжение контракта с Cube Entertainment, сославшись на отсутствие оплаты и поддержки для развития группы. Позже вторая участница Сон рассказала, что компания не прислушивалась к их мнению насчет концепта группы, а еще участницы не могли нормально отдохнуть. Они настолько уставали, что засыпали на матах в тренировочном зале. Также она сказала, что у Cube было довольно-таки интересное правило. По всему агентству были расставлены камеры, и если стажер будет развлекаться и ничего не делать, то он получит специальную наклейку. Если таких наклеек будет 5, то трейни вылетит из компании как пробка из шампанского. Ну, как сказать. Подобные скандалы о подобном отношении к артистам — это не редкость в кей-поп. Но то, что Cube этим промышляет, конечно же, плохо. До конца неизвестно, насколько правдивы слова Сон по поводу правил для стажеров, но полностью отметать это тоже нельзя.
Starship Entertainment. Она была основана в 2008 году парой Ким Седэ и Со Хён Джо вместе с Ким Йон Сук. Ким Седэ был гастрольным менеджером кей-поп группы Cool и работал в Big Hit Entertainment с 2005 по 2007 год. А Со Хён Джо работал в JYP Entertainment. В лейбл входят такие известные артисты, как Monsta X, Cosmic Girls, Gravity и IVE. Итак, какие же в этой компании плюсы? Агентство достойно продвигает своих артистов, а также защищает их в случае скандала. Например, Starship Entertainment не бросил одного из участников Monsta X Ван Хо, попавшего в скандал, даже после разрыва контракта. Довели судебное разбирательство до победного конца и дали возможность артисту присоединиться ему в свою дочернюю компанию. Второе. Агентство очень заботится о своих артистах, часто давая творческую свободу в написании текстов, продюсировании и постановке хореографии. Третье. Это агентство с самым низким количеством скандалов и срачей, а также с самыми адекватными фанатами. Честно говоря, минусов этого агентства мы не обнаружили. Даже если артисты попадали в скандалы, то компания защищала своих артистов, и скандалы быстро сходили на нет. И, в принципе, это довольно хорошо, ведь, как мы знаем, Starship является оплотом стабильности и спокойствия. На этом все. Если хотите предложения, ставьте лайки и пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. С вами были Кей Ризен. До новых встреч!